Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. Перед вами трава бессмертник, соль, крупная соль. Изначально скажу, что и как здесь, а потом объясню, для чего и что мы будем делать. Итак, трава бессмертник, потому как трава бессмертник считается травой посредником между жизнью и смертью, и поэтому здесь нужна именно трава бессмертник. 4 монеты одинаковых, можно пятаки, можно десятки. Если вы живете в другой стране, можно любые другие 4 монеты одного номинала. 4 черные свечи обязательно. Или черная, или вот, значит, такая вот хозяйственная нить, конопляная нить это обычно делается. Сейчас этого кота успокою. Так, Рыжик, угомонись. А там или ножик, в принципе, годится любой. Нужно для того, чтобы перерезать нити. 2 черные свечи, которые нужно, из которых нужно сделать крест. Неважно, какой вы религии совершенно. Здесь крест не христианский символ, а символ мучения, который должен сгореть и отпасть. А также вам пригодится либо старая черная ткань, ну, алтарная ткань, которую вы использовали. Можете и новая, конечно, желательно старая, которая вам не нужна. Либо можете старую рубашку, майку, порванную там, для покраски волос. Некоторые используют специально, лежит, когда красят волосы, надевают, чтобы не испачкалась одежда. В общем, то, что вам нужно выкинуть, старье. Куда это все вы соберете и, собственно говоря, выкинете. И, естественно, спички. Никакими зажигалками не зажигаем. Это уважение к огню и к магии. Значит, что выходит, дорогие друзья, пока я здесь нервничаю и занята трагедией своего народа, скажем так. Значит, эти сучки берут мои идеи и выставляют народу как свои работы. А я вообще терпеть не могу, когда всякие суки берут мои работы и хотят выставить как свои. Точнее, мои идеи, потому что когда у меня прямой эфир, все эти твари здесь сидят. По их дизлайкам можно понять, что они все здесь ошиваются. И, естественно, они слышат, что мы хотим делать. Люди спрашивают, я примерно объясняю, как это делается, и сделаю ли я это в скором времени, каким образом и так далее. И вот, значит, эти существа собирают эту информацию, потом выдают какую-то херотень, то есть портят мою идею, мою работу своей вот этой тупизной. Мне сегодня скинули, говорят, посмотрите, Инга, вот опять взяли вот с ваших идей. Я говорю, я сначала вообще не хотела смотреть. Я говорю, да ну пошла она нахер, кому она интересна. Нет, нет, посмотрите. Смотрю, ересь какую-то выставила, ересь просто. С нитями, то есть все, что я описала, сказала, это чучундра взяла, начертила на земле, какое имеет отношение к земле вообще. Знаете, как как стародавние времена дети играли в эти ластики, вот так же нити, значит, перетянула отсюда туда, солью насыпала, потому как я сказала, что соль это символ мучений, да, и слез. И насыпала солью, значит, смотрю, какая-то ересь про мыша, что там мышь, это символ бедности. Это ты, как там, церковная крыса, бедная несчастная мышь вообще на Востоке и в Индии это символ благополучия и имущества. Мышь, золотая мышь, символ золотой мыши, это всегда считалось символом богатства. Но для таких чмандобин из кишлаков я объяснять даже не буду. Значит, чмандобина взяла, насыпала соль, какие-то травы, перетянула нити, как ластики играть, какие-то там фисташки. Вообще, о чем речь? Фисташки. Какие фисташки? Причем здесь эти фисташки? Так и не... Ну, короче, все, что дома было, да, старые там, ну, чтобы не выкинуть, решила сделать какой-то великий ритуал.
Не могу я смотреть вот эту ересь. Ну, там пару слов, там «Матушка земля, помоги, спаси, открывай дороги, чтобы все было хорошо». Короче, херня на постном масле. И тут я поняла, что мне нужно показать срочно мою работу, потому как я обещала, никак не могу собраться. И я решила, хрен с ним, с этим сном и отдыхом, я должна показать работу настоящую, потому что всякая чемандобина будет брать мои идеи, показывать. И самое омерзительное, что портит мою работу. Понимаете, показывали бы там какую-то ересь, эти все знатоки магии там из себя строят, не знаю кого. Такая херотень просто детсадовского уровня. Великие мастера, не знамо чего, не знамо кого. И на все, что хватило мастерства этой чмандобины, это «Матушка земля, открой, помоги, спаси», не знаю, какую-то херотень просто, ну кишлак необразованный. О чем тут речь вообще разговор? Так вот, я сейчас показываю, я давала вам много ритуалов открытия перекрестков судьбы, да? И хочу вам подарить этот ритуал, который давно обещала, и поскольку уж они захотели это сделать, ну, я 100 раз говорю, наденьте свои золотые зубы и пиздуйте продавать помидоры или арбузы, потому что магия не для вас, не надо суваться сюда, потому что обязательно вы будете выглядеть как клоуны, понимаете, просто шуты гороховые. Магия это не для вас, поэтому зачем суваться сюда, я понять не могу. Займитесь тем, что у вас лучше всего получается. Например, идите торговать помидорами. Вот это как раз то, что ваше. Да? А что касается всего остального, ну, вам соревноваться со мной интеллектом, знаниями во всех сферах жизни, мне кажется, это, ну, не ваше. Да, не ваша стезя. Да эти клоны, мне плевать на этих клонов. Я бы не обращала внимания, если бы сегодня не кинули. Я говорю, охренеть, опять, блин, свистнули и просто испоганили мое дитё. Понимаете, этой херотенью, этой фигней. Ой, блин, великие могуйки, все Руси. Спасатели Чип и Дейл спешат в канализацию. Так вот, я сегодня как раз их отправлю в эту их любимую канализацию, поскольку мои труды и мои идеи я никому не позволю брать и выдавать за свое. Любому набью морду. Ну, морду не в том смысле, потому что я говно не трогаю, это не гигиенично, руками нельзя трогать. А вот работой и своим умом, знаниями я, конечно, морду набью. Будь здоров. Вот. Мой народ там и морду бьет, а я здесь бью. Начинаем, дорогие друзья. Итак, я почему всегда говорю, не жалеть, нельзя их жалеть, понимаете, нельзя. Просто нельзя их жалеть ни здесь, ни там, нигде. Ни на войне, ни в жизни. Это не тот случай и не те существа, которых надо жалеть. Это наглые просто, до такой степени наглые, что вы представить себе не можете. Вон взяла чумундра, чувырла с этими... Ну, честно говоря, если бы у меня была такая рожа, как у нее, я повесилась, ей-богу. Не дай боги никому такую морду иметь, чтобы 50 слоев этих, китайских фильтров и всяких фотошопов делать, чтобы хоть немного выглядеть как человек. Твою мать, честно говоря. Ну да ладно, не будем о них. Одна другой краше. Мне скинули эту пьяную дуру, слышали? Шнабель в пьяном угаре. Потом она, оказывается, она была пьяная, сняла эту херотень, потом удалила. Но ее, скажем, враги сохранили. И вот девочки мне скинули, ой, блин, ну вот мы вообще... Ты, слушай, ты знаешь что? Не могу. Да, хоть бы линзы какие-нибудь подороже купила, а то выглядит, как из помойки только что вытащили. Такие линзы кукольные, детские. Ну, просто смехота. Ой. Вот если, помните фильм «Фрунзик», как сказал, если твою Ларису Ивановну хорошо так спустить в воду и вытащить, вот это вот драная кошка и будет Лариса Ивановна. Да о чем мы говорим? Про базарный люд?
Кишлак рулит, как говорится, в нашем кишлаке. Люди, которые гордятся, что они 8 классов закончили, и это нормально, о чем вообще мы разговариваем? Ну, в принципе, я ее могу понять. Пока кто-то ее брал замуж, она очень торопилась, иначе бы не взяли, бедная. Мужик-то ее малохольный, извиняюсь. На него и пасать-то жалко. Такое, блин, жалкое зрелище. Уж тем более за такого замуж выходить. Фу. Один другого краше. Смотришь на этого сожителя Шнабак, потому что он столько времени ее-то замуж не взял, потому что нахер она неинтересна, психбольная дура. Еще и алкашка. Вот на этого малохольного усатого придурка смотришь, абсолютный просто. Иди, вот это лохозавр конкретный. И вот этот лохозавр. Иди, Гося, привет! Привет, Ахмедик. Я тебе тоже привет передаю. У тебя рога не чешутся, не? Почеши иногда. Ты когда ходишь, осторожно, чтобы люстры не цеплять. А то у тебя баба твоя там с мужиками скакала на столах, а ты такой счастливый, пьяный под столом лежал. Мы это помним. Этот прекрасный момент. Вы что, чмошники, думаете, что если у меня есть определенная боль за свою нацию, значит, вы можете из-под тишка вот так вот спиздить, извиняюсь, мои ритуалы, мои работы и выдать за свое? И да я ваш кишлак разнесу в 2 счета, понимаете? Ишаки мазандаранские. Итак, объясняю, дорогие друзья, что нужно делать. Во-первых, соль, желательно крупная соль. Если есть возможность, берите соль морскую. Ну, я думаю, что это доступно всем, да? Этот ритуал открывает дороги судьбы. Почему ритуалов много? Потому что, еще раз объясняю, каждому человеку подходит определенное соответствие с его энергетика и прочее, да, ну и мы не знаем, у кого что в жизни. Поэтому это не очень пошло, можно другое. Так что открывающие перекрестки, дорогие друзья, это очень сильные работы, потому что я опять как-нибудь сниму прямой эфир, где очень много говорят люди о том, что у них просто не получалось работы и прочее, они просто провели открывающие перекрестки или открывающие дороги, у меня несколько различного типа, да, там есть и энергия огня, энергия земли и прочее. И тут же пригласили человека на работу, которую она очень хотела, или она тут же нашла решение проблем. Это все нужно. Понимаете? Это все нужно. А что касается того, почему я не отрицаю, где-то там мои ритуалы обсуждают. Во-первых, кто они такие, эти кишлакские мыши, чтобы мои ритуалы вообще обсуждали. И во-вторых, зачем я должна что-то отрицать? Если кому-то интересно на самом деле, что это и каким образом вот этому человеку интересно, как по правде это выглядит и как это объясняется, он может просто набрать и посмотреть в первозданном виде. То есть посмотреть мой ролик и ритуалы. И там я вначале всегда объясняю, что, как, каким образом. Так вот, как могут закрыться дороги в жизни у человека? Даже иногда после чистки и после того, как все хорошо, в какой-то момент дела могут тормознуться внезапно. Я всегда говорю, вместо того, чтобы плакать, действуйте. Нужно просто действовать, делать. А как действовать? Из-за чего могут закрыться? Понимаете, как любой сглаз, любой посыл, любая ненависть к вам – это определенный энергетический удар. Он идет просто по вам сразу. Вот сколько было таких случаев, когда человек придет, расхвалит мебель. Ой, какая красота! Лаура, здравствуйте, как у вас там дела в Степанакерте? Опять бомбят твари. И вот приходит и говорит, ой, такая красота, мебель, такая интересная, красивая, все такое. И как только уходит человек, мебель разбивается, или зеркало там разбивается, не с того сего, или трещинами идет и так далее. То есть всегда надо время от времени очищать, убирать эти перекрестки, открывать, даже если у вас все снято. В любом случае. Объясню почему. Потому что, дорогие друзья, мы живем в обществе не самых лучших людей. Чем дальше, тем общество более быдляцкое становится.
тем общество становится более злое, завистливое, понимаете? И поэтому себя нужно обезопасить, и время от времени нужно очищать свою энергетику, чтобы снова двигаться вперед, чтобы снова твои ритуалы касаемо привлечения богатства, имущества, вообще, да, дел, чтобы они опять двинулись в мертвой точке. Поэтому любой из вас, который чувствует, что вот все было хорошо, а потом как-то опять тормознулось, берите, сделайте. В основном, да, пускай бьют, уже пора нашим бить. Бить так, чтобы еле ноги унесли. Не жалеть никого. Как они нас не жалеют, так и им жалости не должно быть. Я сегодня видела такие жуткие кадры, такие бесчеловечные вещи, когда буквально мальчика, подростка били ногами, дяди взрослые связали и били, и просто пинали, как футбольный мяч. А потом уже не показали, и бабушка этого мальчика сказала, что его зарезали. Вот таких жалеть не нужно. Я сейчас просто разговариваю, да, пытаюсь отвлечься от этого всего, но вы не представляете, что творится в моей душе. Это не описать словами. Но я сейчас не хочу об этом. Переключимся от этого, иначе это очень непросто. Не хочу. Итак, фух, да. Итак, каким образом открываются перекрестки? Разным образом. И один из методов сейчас я вам покажу. Эта работа очень сильная. Эта работа очень быстро помогает, но учтите, она отнимет много сил. Вам нужно обязательно взять бессмертник, траву. Самое смешное, выставили пленных, которые говорят о том, что Карабах это не Армения, все такое. Слушайте, когда человек в плену, он может говорить все, что угодно. Он понимает, что у него выхода нет, ему надо спастись. Неужели вы думаете, что мы воспринимаем всерьез то, что они говорят? Это надо быть полным дебилом, чтобы думать, что мы воспринимаем всерьез их слова. Да никто не воспринимает. Когда человек в плену, он имеет право говорить что угодно. И никто его за это не осудит. Никто. Запомните это. Это нормально. Римляне не зря говорили пленник священен. Понимаете? Потому что когда человек в плену, у него выхода нет. Либо он умрет страшной смертью, либо скажет то, что вам хочется. Но это не говорит о том, что кто-либо на этом свете воспринимает это всерьез, кроме вас. Но об этом не хотим. Давайте, да. Все, не хотим. Итак, начнем. Для начала нужно, значит, зажечь против часовой стрелки. Вот. Свечи. Давайте так сделаем. Значит, зажигаем эти свечи, дорогие друзья. Желательно, чтобы вы провели стоя. Я сидя буду читать, но вам рекомендую такие ритуалы проводить стоя. Зажгли, а потом зажигайте вот этот крест. Вот который. Крест здесь символизирует не христианский знак, а именно мучение, потому что крест вообще символ мучения. Откройте, посмотрите. Крест, какая руна? Наутис. Остановка всего. И мы, когда чертим на себе эту руну, торможение и вымирание, то у нас, естественно, бедная жизнь. Кому верен, такая жизнь у нас и начинается, собственно говоря. Итак, вот.
ритуал открытия перекрестков. Начинаем открывать перекрестки. Вот у меня киса тут достал меня, ходит, не может найти себе места. Не надо ничего смотреть, никакие новости. Надо смотреть результат. Когда все закончится, будем смотреть, как есть и что есть. Единственное, что хочу сказать, что невзирая на негодование и прочие, мои ролики открыли волну. И сейчас вот этот товарищ Пашинян уже не может настолько открыто предавать. Он испугался. Это уже хорошо. Он хотя бы меньше будет мешать. А если он будет меньше мешать, значит, есть шанс. Есть шанс, что все будет хорошо. Если люди столько дней держатся, они молодцы. Что я могу сказать? Еще раз повторю, ни один народ 35 дней против огромной армии, огромного вооружения, с такими беспилотниками и прочее, прочее держаться не будет. Попытаюсь снять морок со своего народа. Пока получается, а там не знаю. Давайте отвлеките меня от этой темы. Все, закончили. Начинаем. Против часовой стрелы зажигаем свечи. Далее. Начинаем читать 4 раза стоя. Итак, начнем. Постараюсь читать столько раз, сколько нужно. Он состоит из нескольких этапов. Внимательно смотрите и слушайте. Сила древняя, первозданная, сила великая, сила многоликая, хаосом рожденная, вселенным освященная, мощью наделенная, солнцем невиденная. Извиняюсь, солнцем невидимое, но мною признанное. Явись. На мой зов откликнись, в деле моем помоги. Как пламя свечей яро горит, так и порча моя пусть горит и уходит. Обратного пути ко мне не находит. Огонь черный горит и пылает. Порчу и неудачу с меня тянет и снимает. Сердце из печени, с крови красной, с костей белых, с рук и с ног, с головы и с моей судьбы. Мучение крест, гори и сгорай, мне жить не мешай, судьба матушка, двери открывай. Выхожу на перекресток 4 дорог и ищу свою долю. Заклинаю нити судьбы и распуститься, и судьбу мою переменить. Еще раз. Сила древняя, первозданная, сила великая, сила многоликая, хаосом рожденная, вселенным освященная, мощью наделенная, солнцем невидимая, но мною признанная, явись. На мой зов откликнись, в деле моем помоги. Как пламя свечей яро горит, так и порча моя пусть горит и уходит. Обратного пути ко мне не находит. Огонь черный горит и пылает, порчу и неудачу с меня тянет и снимает. Сердце из печени, с крови красной, с костей белых, с рук и ног, с головы и с моей судьбы. Мучение крест. Гори и сгорай. Мне жить не мешай. Судьба, матушка, двери открывай. Выхожу на перекресток 4 дорог и ищу свою долю. Заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить. Оно будет стягивать с вас это все. Может немножко голова закружиться, может немножко плохо стать, но это нормально. Вы можете соль просто посыпать именно на материю, которую потом выкинете. Сейчас вопросы не задаем, хорошо? Просто слушаем. Далее. Сила древняя, первозданная, сила великая, сила многоликая, хаосом рожденная, вселенным освященная, мощью наделенная, солнцем невидимая, но мною признанная, явись. На мой зов откликнись, в деле моем помоги. Как пламя свечей яро горит, так и порча моя пусть горит и уходит, обратного пути ко мне не находит. Огонь черный горит и пылает, порчу и неудачу с меня тянет и снимает. Сердце из печени, красной крови,
с костей белых, с рук и ног, с головы и с моей судьбы. Мучение крест, гори и сгорай, мне жить не мешай. Судьба, матушка, двери открывай. Выхожу на перекресток 4 дорог и ищу свою долю. Заклинаю нити судьбы распуститься и судьбу мою переменить. Да, читать нужно при выключенном свете. Ой, я извиняюсь, пойду этого кота покормлю. Он меня сегодня достал просто буквально. Рыжик, ты мне сегодня уже знаешь, да? Чего? Куда ты собрался? Иди, давай сюда. На. Все, пошел вон. Ой. Извиняюсь, ему срочно надо было выйти. Да, хочу попросить, то есть напомнить, извиняюсь, сказать, что провести нужно без электрического света. Это я сейчас просто вам показываю, иначе в темноте вы не поймете, как и что надо делать. И еще раз. Эта работа очень сильная. Это не вот это, как у этой Чмандобиной, понимаете, две буквы. Сила древнего, древняя, первозданная, сила великая, сила многоликая, хаосом рожденная, вселенным освященная, мощью наделенная, солнцем невидимая, но мною признанная, явись. На мой зов откликнись, в деле моем помоги. Как пламя свечей яро горят, так и порча моя пусть горит и уходит. Обратного пути ко мне не находит. Огонь черный горит и пылает, порча и неудачу с меня тянет и снимает. Сердце из печени, с крови красной, с костей белых, с рук и с ног, с головы и с моей судьбы. Мучение крест, гори и сгорай, мне жить не мешай. Судьба, матушка, двери открывай. Выхожу на перекресток 4 дорог и ищу свою долю. Заклинаю нити жизни распуститься и судьбу мою переменить. Да будет так. 4-й раз читайте, в конце так говорите. Теперь мы должны зажечь бессмертник, чтобы вызвать ту силу, которую эту порчу, которую с нас огонь вытащил, чтобы эту порчу теперь эти силы забрали себе. Начинаем. Да, они, если бы у них мозги еще были создавать или чего-нибудь брать, я бы поняла. Но, извиняюсь, мозгов нету ни хера. Сидят, работы создают твою дивизию. Почему я поставила вот сюда, вот положила еще одну? Потому что, когда горит бессмертник, вы понимаете, оно в любом случае огонь здесь. Потом внизу может испортить у вас стол и так далее. Чтобы такого не было, поэтому вот несколько обезопасьте себя. Внизу поставьте еще кое-что. И рядом всегда держите воду. Всех учу, но сама иногда забываю. Потому что в таких делах, в таких работах часто бывает, что огонь очень ярый и злой. Второй этап начинаем. Вот первый. Зажгли против часовой стрелки, зажгли вот этот крест, он сам вот будет гореть, только с одной стороны, с двух сторон не нужно. Свечи черные, другие не подходят. Эти свечи черные с травой, можно и такое. Ну, черные свечи. Теперь, значит, далее. Что это такое? Сегодня стреляли? Погодите. Стреляли из пистолета из леса. Теперь опять что-то сорвали. Что за хрень вообще? Извиняюсь. Прям мешает что-то прям мне.
Ерунда какая-то, если честно. Непонятное происходит. Сейчас извиняюсь. Ну ладно. Ой. Стрельбища у нас какие-то непонятные вообще. О, видели, да? Кто тут улетел на 30-й минуте. Итак, читаем. Бессмертник гори, силу древнюю на порог зови. Соль, ты моими слезами плакала. Плакала да плакала, отмучилась, очистилась. Сила древняя, на мой зов приди, своими очами мою порчу зри. Старую да молодую, косую да кривую, лохматую, чумазую, нищую и несчастную, злую да опасную, порча-корча горемычная, отныне и до веку на черную рать засматривалась. На черную рать бы засматривалась, хвостом им виляла, рукой им махала, да к силам тьмы в объятия попала. С ними свадьбу бы гуляла, с ними лихой народ бы пугала. Господи, что ж такое? Все. Плохо стоит, что-то он шатается. С ними лихой народ бы пугала, а меня бы навеки забывала. Иди, порча, корча маята, суета, горемычная беда. Изыди, да сгинь, мою судьбу отныне покинь. Да будет так. Еще раз читаем. 4 раза это читаем, этот этап второй. Бессмертник гори, силу древнюю на порог зови. Соль ты моими слезами плакала да плакала, отмучилась, очистилась. Сила древняя, на мой зов приди, своими очами мою порчу зри. Старую да молодую, косую да кривую, лохматую, чумазую, нищую и несчастную, злую да опасную, порча-корча горемычная, отныне и до веку, на черную рать бы засматривалась, хвостом бы виляла, рукой им махала, так силам тьмы в объятия попала, с ними свадьбу бы гуляла, с ними лихой народ бы пугала, а меня бы навеки забывала. Иди, порча-корча маята, суета, горемычная беда, изыди, сгинь, мою судьбу отныне покинь. Да будет так. Что я хотела сказать, дорогие друзья. Почему так называется? Потому что вот эта порча, корча, там, старая, там, лихая и так далее. Это все вы собираете, что у вас происходит, когда начинается зависть, ненависть к вам, да, какие-то посылы некрасивые, неприятные, нехорошие, недобрые. И это все приводит к чему? К нищете, к болезням и так далее. То есть вы даете ей какое-то такое особое, как лицо, персонализация называется. Вы из нее делаете особую какую-то, ну не личность, а нечто такую, сущность. И вы описываете, что происходит, какая она, ваша порча, которая ушла. Еще раз читаем. Бессмертник гори, силу древнюю на порог зови. Соль, ты моими слезами плакала да плакала, отмучилась, очистилась. Сила древняя, на мой зов приди, своими очами мою порчу зри. Старую да молодую, косую да кривую, лохматую, чумазую, нищую и несчастную, злую да опасную, порча-корча горемычная, отныне и до веку, на черную рать бы засматривалась, хвостом бы им махал, виляла, рукой бы им махала, да к силам тьмы в объятия попала, с ними свадьбу бы гуляла, с ними лихой народ бы пугала, а меня бы навеки забывала. Иди, порча-корча маята, суета, горемычная беда, изыди, да сгинь, мою судьбу отныне покинь, да будет так. Еще раз. Бессмертник гори, силу древнюю на порог зови. Соль, ты моими слезами плакала да плакала, отмучилась, очистилась. Сила древняя, на мой зов приди, своими очами мою порчу зри.
Старую да молодую, косую да кривую, лохматую, чумазую, нищую да несчастную, злую да опасную, порча-корча горемычная. Отныне и до веку на черную рать бы засматривалась, хвостом моим виляла, рукой им махала, так силам тьмы в объятия попала, с ними свадьбу бы гуляла. С ними лихой народ бы пугала, меня бы навеки забывала. Иди, порча, корча маята, суета, горемычная беда, изыди да сгинь. Мою судьбу отныне покинь. Да будет так. Прочитали 4 раза. Берете нож или атам, или что-то острое. Это уже не так важно. Главное срезать ею. Вот. Срезайте нить. Показываю вот сюда. Значит, берем так. И вот так вот срезаем эту нить. Осторожно. Вот таким вот образом. И говорим. Нити путаницы отрезаю. Дороги перекрестки судьбы открываю. Гори все, что мне мешало. Была порча, и ее не стало. Отныне все двери открыты. Все черные замки, что мешали, разбиты. Удачи врата нараспашку предо мной. Истинно так. Вот это отрезали. Теперь берете с другой стороны, отрезайте. Вот эту часть еще. Вот так же. Осторожно, а свечи должны догореть. Вот. Вытащили. И говорите. Нити путаницы отрезаю, дороги перекрестки судьбы открываю. Кидайте сюда. Если не будет там огня, значит зажжете спичкой. И говорите дальше. Гори все, что мне мешало. Была порча, и ее не стало. Отныне все двери открыты, все черные замки, что мешали, разбиты. Удачи врата нараспашку предо мною. Истинно так. Это очень сильная вещь. Вот такие вот символичные отрезания и сжигания, они сразу открывают. Если у вас прям не получается никак, они сразу открывают. Мне сегодня женщина написала, которой я это давала тогда. Мне времени нет уже все это снимать. Она сказала, что очень тяжелый, очень непростой суд. Она судилась аж с прокурором области просто, понимаете? Прокурор области, ну не буду говорить, какой области. Очень непростое дело. И она написала, что она выиграла суд. Еще раз берем вот эту часть, отрезаем. Вот здесь. Значит, берем вот так. Таким образом, чтобы руками ничего не случилось. Надо его срезать аккуратно. Угу. Отрезали, говорим. Нити путаницы отрезаю, дороги перекрестки судьбы открываю. Гори все, что мне мешало. Была порча, и ее не стало. Отныне все двери открыты, все черные замки, что мешали, разбиты. Удачи врата нараспашку предо мной. Истинно так. И теперь вот следующее отрезаем. Сколько раз можно делать? Можно делать 2 раза в месяц, если у вас очень тяжелый случай. А так такие чистки не надо часто делать, они очень быстро срабатывают, и как бы нет нужды его делать часто. Так. Вытаскиваем. Мне вечно то ногти оторванные, то пальцы зажженные. Потому что имею дело, сами понимаете, с чем. Ой, запах неприятный от этой нити, но надо, чтобы он сгорел. Так. И уже второй раз, говоря, сжигаем ее, да? Кидаем. Так. Нити путаницы отрезаю, дороги перекрестки судьбы открываю. Гори все, что мне мешало. Была порча, и ее не стало. Отныне все двери открыты, все черные замки, что мешали, разбиты. Удачи врата нараспашку предо мной. Истинно так. Вот. Давайте так сделаем, чтобы оно все-таки все сгорело. Если огонь уже как бы потух, можно добавить, чтобы прям все сгорело там. Вот это тоже сюда
кинем. Пущай все горит. Дорогие друзья, сейчас я не буду трогать, потому что оно очень горячее. Но вы должны подождать. Послушайте меня. Пока это все сгорит, остынет, эти свечи догорят вот до этого места, где вот как бы вот нить. Ну, можно и больше, но нет нужды. Вы должны потушить это все. Берете это уже остывшее вот это все, переворачиваете в соль. Вот эти свечи и вот тот, который крестообразный, кидайте все сюда. Переворачивайте, или если у вас прям вы на материи сделаете, в эту черную материю, еще раз говорю, можно старье, старую майку, рубашку свою, которую вам не жалко, хотите выкинуть. Вот это все собирайте, когда он уже чуть-чуть останется огарки свечей, забирайте. Это уже остынет, которое сгорело. Вместе с солью. Вот там все это, вот весь этот мусор кидайте в одну кучу. Значит, собирайте. И в конце берете деньги, вот эти 4 монеты. Вот так сверху, вот в этот вот как бы узелочек, вот так вот кидаете вот эти деньги, вот так прям кидайте туда и говорите. Откупаюсь. Бери, сколько даю, больше не получишь. Заклято. Еще раз скажу. Откупаюсь. Бери, сколько даю, больше не получишь. Заклято. Вот это говорите, вот это все берете, значит, узелком завязываете, неважно как. Никому нельзя проводить ни для каких людей. Я уже сказала, то, что можно для кого-то проводить, для своего сына, для своего мужа, защиту и прочее, вы имеете право просить защиты для родных людей. Но чистки вы никому проводить не имеете никакого права. Теперь ясно, вы не ведьмы и не колдуны. Все, что я вам даю, такие сильные работы, скажите спасибо. Здравствуйте, Айшат. Надоели. Кого вы из себя возомнили? Разным людям проводить. С какого хрена, я не могу понять. Если бы можно было людям разным проводить, простым людям, то незачем было бы на земле быть ведьмам и колдунам. Вы что думаете, мне жалко просто? Иногда как напишут, а можно порчу для всех? Ну, идиотизм. Есть вещи, которые можно делать только людям, которым разрешено это делать, и более никому. Иначе по башке получит этот человек. Поняли или нет? Все. Только для себя. Защиту просить можно. Я говорила, те ритуалы, которые я вам дала, защиту для близких людей, вы вправе просить. Вы просите силы за любимого человека защитить. Но не более того. Человек либо сам просит, либо не просит никак, либо приходит, оплачивает и делают за нее ведьмой. Пошли нахер. Еще не хватало. Буду я вам сейчас прямо не знаю. Так. Я надеюсь, все слышали, да? Каким образом все это делается? Кто не услышал, включите сначала, послушайте и так далее. Далее, этот узелок, где вот это все скинете внутрь, этот узелок уносите в следующий день и оставляйте прямо под деревом. В лесу или в лесопарковой зоне, неважно. Ничего больше не даете, потому что вы уже откупились вот этими деньгами. И вместе вот с этим узелком уйдет все, что вам мешает в данный момент работать, жить и так далее. Резко откроется все. Если у вас очень тяжелый случай, я вам сказала, сколько раз в месяц его можно провести. Вообще в совокупности со всеми остальными работами она будет работать намного лучше. А всяким хабалкам кишлакским не советую брать мои идеи, потому что вы прекрасно знаете, что я покажу такую работу, что вам и не снилось. И тогда все будут над вами клоунами, понимаете, смеяться. Можно и ночью, но это не обязательно. Ночью ходите в лесу с узелками. Вы можете на следующий день это отнести. Это уже снято, это ничего... Да, кроме вас никто трогать не должен, никто.
Только вы можете это трогать, этот узелок отнести и оставить. Это не перекид кому-либо, как идиоты говорят. Это снятая порча, все, она уходит. Чтобы там кто ни рылся, не взял, ничего никому не перейдет. Это снятая порча и все. Поэтому я вам тоже не советую всякие узелки и так далее подбирать, если вы видите. Но я думаю, что народ ученый уже у меня на канале уже знает. Каждый из вас знает больше, чем вот эти вот хабалки с этих колхозов. Так что колхоз выкуси, как говорится, получай, распишись, иди дальше, обезьяничай, прыгай. А если жопа будет сильно гореть, вон огнетушитель могу тебе подарить, будешь ходить и тушить. Каждый раз, когда ты будешь забирать мою идею и пытаться какую-то херотень выставлять, какое-то позорище, я всегда твой клюв вот так вот укорочу. Поняла? Кишлак. Вот так вот. Раз, и клюва нету. Твоего вот этого вот знаменитого несчастного кривого носища. И запомните, со своим кишлакским и шакским мозгом никогда не состязайтесь с умной армянкой. Никогда. Всегда проиграете. Потому что у вас нету ни того мозга, ни интеллекта, ни знаний. Я думаю, что нормальный человек уже давно понял, что со мной тягаться бесполезно. Все равно останетесь в дураках и в клоунах, понимаете, в этих шутах. Так вот, если бы у вас были мозги, вы бы просто жили своей жизнью. Но поскольку у вас нет мозгов, тогда, пожалуйста, развлекайте народ. Я не против. Еще раз. Кишлак с золотыми зубами, кривыми усами и этим, не знаю, что эти там, с этими кукольными линзами и с висячими грудями, и с этой вороньим гнездом на башке. Еще раз, чучундра, возьмешь мою работу, поняла? Чмо колхозное. Иди свои эти, одевай из горбачевских времен эти рубашки с липами, которые уже 500 лет никто не одевает, и макияж а-ля 60-е намажь, и легче станет. И нечего размазывать фотошопом свои золотые зубы. Весь мир увидел, а потом вдруг золотые зубы... зубы превращаются в элегантные эти протезы. Любой кишлак оставит свой протез на скалах моих знаний. Запомните, шаки. Подберите свои эти длинные уши и вперед торговать помидорами. Это все, что вы можете. Понятно? Все. Ёбан забитый в кишлак. Всем удачи, всех благ. И обязательно делайте это те, кто хочет открыть свои перекрестки быстро и эффективно. Всего хорошего.